Здорово, бойцы, наконец-то я вернулся. Надеюсь, вы скучали так же, как и я. Но сначала перейдем к делу. Как видим, команда серьезная. Я иду на позицию Б, вставляю мемчики куда ни попадя. Кстати, я дорвался до рабочего стола с монтажом наконец-то. Диас и УТ против нас. Очень серьезные игроки. Я допущу тут капитальную ошибку. Мы все с этого посмеемся очень дружно. Все это будет сопровождено мемчиками, поскольку я, как и говорю, что я не терял времени зря. Научился немножко вставлять картинки в видос, как-то их оживить. То есть, ну, в общем, экспериментировал по-своему. Не гарантирую, что я буду делать это и дальше. Так, пока что мы, кстати, ставим периметр с пехоты, все нормально. Немножко расскажу про последние новости. Так вот, поскольку я делал видео по генералам, например, да, бывают темные карты, я понял, что мне неизбежно нужно учиться монтировать, хотя бы высветлять видосы. То же самое касается и метро, то есть я начал там прохождение, кому интересно, посмотрите. Вот, но тоже там темновато получается, то есть я хоть и 4К качество сделал, но темнота меня это просто выбило из колеи. Я понял, что мне нужно учиться хоть как-то монтировать. Вот, в общем-то, я занялся этим вопросом. Теперь, может быть, смогу выдать серию каких-то интересных видео. Но не обещаю, то есть, что все время будут какие-то монтажи, потому что это очень сложно мне пока что дается. Так, вот мы видим, я ставлю первый военный завод. Это, скажем так, обязательно, да, но следующий я еще прокомментирую. Вот сейчас у нас есть возможность забрать танк. Всегда забирайте танк, потому что это круто. Вот сюда я тоже решил ставить мемчик, но вы поняли. Не судите строго. Я просто экспериментировал с технологией. На, скажем так, название юмориста я не особо претендую. Я использовал в этом видео все свои мемчики, накопленные за все время в одной папке. Так что следующее видео с такими мемами, я не знаю, будет ли когда-то в ближайшее время. Так, второй. И смотрите, я ставлю третий. Это большая ошибка. Мне нужны Теслы, мне не нужны эти самые... Третий военный завод мне не нужен просто. Но я делаю то, что делаю, к сожалению или к счастью, не знаю, сейчас мы посмотрим. Но сейчас мы будем отхватывать люлей, потому что по таймингу, как мы понимаем, что уже сейчас будут ехать на нас атака. То есть мы их как-то стормозили, да, вот поглядываем в их сторону, сейчас мы все это увидим. И мы совершенно не готовы, да, еще и МСВишка выехала не туда, в общем, ошибка на ошибке. Можете, пожалуйста, еще не ехать. Но они едут. Потому что, почему бы и не поехать на нас так. Зря я, конечно, удалил эту казарму, хотя энергия включилась снова. Но инженеры бы выбегали быстрее, если бы я ее не удалил. Так, здесь я вообще туплю. Забирают МСВишку, хорошенько так нападают, сразу вычисляют Теслы. УТ и Диас — это профессионалы. Они, ну мы, конечно, без паники, но они профессионально сейчас атакуют, наносят хороший урон. Что же нам с этим делать? Ну, пока что пытаемся выжить. Теслышки, все, что я могу. Ну, третий. Надо было мне больше Тесла делать, это было сложнее, наверное, было бы. Но опять же, есть и плюс в том, что я сделал 3 военных завода. Я, соответственно, быстрее развиваю. Так, мы видим, ага, УТ, Майтрак. Да, Джин, видимо, как-то уничтожил трак. УТ дает нам это немножко времени, это хорошо. Приятный бонус. Так, все равно выставляю еще одну казарму, да, вы видите, у меня нубская херня такая, что стоят МСВишки не задействованные. Но я тут немножко теряюсь, конечно, потому что такая атака неприятная. Ну, как неприятная. Мы сами к этому привели. Мы делали какую-то фигню, вы сами все видели. Нужно было, наверное, Джину продолжать строиться, а мне нужно было не строить 2-3 военных завода, а строить 2, и потом Теслы, и потом не продавать казарму. В общем, куча ошибок, но мы будем выбираться, мы не будем сдаваться. Как обычно, хоть это печально все, но мы будем держаться. Так, видим, что еще инженерчики что-то там как-то помогают, да, но вот мои МСВишки, просто я сам с себя в шоке, все профики сейчас сказали, что я нюб полнейший, потому что столько времени стоят МСВишки не развернуты, это ужасно. Но опять же, мы не сдаемся, мы разворачиваем их и смотрим, что у нас уже вроде как, да, Тесла на максималках, отлично, отлично, но деньги. Чтобы строить Тесла на максималках, нужны деньги, давайте посмотрим, так, быстренько, да, продать через Z. Продаем, чтобы Тесла не простаивали. Держим оборонку, потные ручки, уже все сводит, уже очень страшно, да, что же будет. Но видимо, что все-таки, наверное, мы выдержим, да, еще какое-то время. Так, МСВишки мне уже не нужны.
Мне нужны сейчас деньги и танки. Танки и деньги, поскольку у них они оба танкуют очень упорно. Нам нужны танки 100%. Так, не тупим, быстренько продаем через горячую клавишу. Так, казармы, вот что-то я с казармами в этом намудрил. Уже ли продай, или уже не продавай. Непонятно, что делаю. Ну ладно. Так, строим танки, да, у них все-таки еще волны увеличатся, у них уже по 7 заводов, так, денег не хватает. На одном заводе же я все это делаю. Копилочки какие-то есть, но это все не спасает ситуацию. Нужен завод. Срочно. Нужна секундочка, чтобы поставить завод. Но этой секундочки нету. Вот, есть эта секундочка, смотрим, да, сейчас они сюда прорвутся уже. Но мы постараемся, да, все-таки успеваем, хорошо. Все, танки на максималках, Тесла на максималках, денег нет. Всегда, вот не одно, так другое. Но тут мы вырываемся, все, вроде как выравниваемся, но не уничтожать мне военные заводы. Тут уже у меня есть танки, кое-какой запас, уже хоть какой-то подспорье, так не успевает инженер в очередной раз. Инженерами в этот раз мне не везет в этой игре. Обычно залетают хорошо, но не в этот раз. Какой-то я был то ли рассеянный, то ли уставший. Вот, то есть, ну, в общем, какая есть игра, такая есть. Я показываю, как можно из такой задницы выбираться, в принципе. То есть, главное не суетиться, спокойно делать свое дело. Главное понимать, что вам нужны танки. Против танков вам нужны танки. Вэшки будут строить. Вот на данном этапе это было бы бессмысленно. Поэтому я ставлю танки, 7 заводов. Они совершенно уверенно, смотрите, нападают, ржут, смеются над нами. Сейчас все, уже убьют нас. Видите, ситуация плохая, мягко говоря. Так, сразу, как только пропала энергия, сразу же через Z продаете Теслу, чтобы они у вас остальные работали. Пусть одна не будет работать, но остальные доработают. Так, я все равно штампую, пытаюсь вывести на 7 военных заводов. Они, да, мне их убивают, но я все равно их ставлю, чтобы они были как бы озадачены, чтобы они занимались этим вопросом, уничтожали эти военные заводы, пока я вытаскиваю технику хоть на каком-то темпе, да, и даю время своему напарнику хоть чуть-чуть как-то, ну, реабилитироваться, да, вот видим, что он ставит Теслу, все грамотно, Джин очень грамотно все-таки делает. Вначале, конечно, был какой-то непонятный шаг по поводу вывода 3 MCV, то есть это было вообще как-то, ну, необдуманно. Все-таки нужно было бы ему танки, наверное, делать, одну MCV-шку назад кинуть, и все, и мы бы, наверное, в лучшем были положении. Но, опять же, тут я его не виню, тут мой косяк в первую очередь. Потому что я слишком затянул с развитием. 3 военных завода, это было, конечно, жестко. Выходим из ситуации. Все еще нету 7 заводов. Мне они нужны, поскольку ребята... Сейчас у них 7 заводов есть, они наверняка, да, то есть уверенно так штамповали танки, видят, что уже все не проходит, уже нужно сейчас выстраиваться, да. Ну, то есть отстраиваться, поскольку видят, что игра затянулась, мы в ущелье в этом сбаррикадировались, и нас тяжело выбить, но видим, что Диас, да, уже вместо хроносферы, вместо вертолетов он решил построить 4 MCV и подойти к нам энергиями, я так понял. Нет времени даже смотреть на это, но я понимаю, что все, уже противник уже у нас под воротами уже все ждет. Поэтому нужно что-то кардинально решать. Что у меня? Нету 10 MCV разве? Так, мы выиграем? Мы выиграем? Да, мы выиграем, я уверен. Отлично. Сейчас построю радар. Кто заценил пасхалочку, тот молодец, кто увидел. Так, хорошо. Давайте немножко энергии запасемся, хотя бы парочку, да? Ну, 3 в идеале. 4 было бы уже вообще шикарно. Видим, да, что тут, в принципе, мои войска стоят, все, вешки можно выводить, и потихонечку смотрим, да, что волна волной, да, ребята хорошо, кстати, развились, ну, можно наблюдать на радаре. То есть ситуация опасная, и что же в этом случае делать? Нам ничего не остается, кроме как вот встать конкретно, забаррикадироваться и постараться сделать выпад. Сейчас мы его сделаем. Смотрим по сторонам, все ли нормально, можно ли выскочить, да? Вероятность, что нас подрежут, есть. Но если все быстро делать, плюс вешки на оборонке оставляем, плюс у нас Джин работает. То есть он не будет стоять сейчас там, выстраивать себе красивую базу, он будет давить вперед, вытаскивать для себя место, потому что он тоже там немножко... Ну, видим, да, что Джин сейчас параллельно со мной тоже будет идти. Он будет действовать. Сейчас вешки пойдут, то есть он выдавит Диаса. Скорее всего, вот Диас уже сдает назад, то есть понимает, что что-то нехорошая ситуация приближается, да, назревает. Какая-то суета у них на базе будет сейчас. Да, УТ, лучше бы УТ ехал, конечно, сразу сюда. Убирать хвост, это, конечно, хорошо, но тут уже как близко очень. Все, я захожу. Я сам, честно говоря, не ожидал. Просто захожу на фарт.
ну, типа, отвлечь их, дать время. Ну, видимо, что да, вот иногда такой заход. То есть ребята слишком долго на танках сидели и не развивались. То есть они не могли выводить МСВ, иначе была бы пауза, они бы нас не додавили. Но они старались нас додавить. Но вот не повезло. УТ и Диас очень хорошие игроки, к ним уважение, как видишь, он, как видите, он всегда GG пишет, такой нормальный, адекватный человек. Диас тоже. И Джин отлично сыграл, я считаю. Такая вот игра. Надеюсь, мемчиками никого не обидел, потому что, ну, это я делал чисто про себя. Вот. Ну, короче, оцените в комментариях. Скоро будут видео по Generals новые. Еще одну новую игру я нашел, покажу тоже из серии мододелов Generals. Ну, в общем, будет кое-что интересненькое. Так что не забывайте комментировать, поддерживать лайками. Ну, вы сами знаете. До связи.